ребят, приехали мы в такое красивое пейзажное место. И сейчас мы вам расскажем немножечко про этот автомобиль. Chery EQ5 – это продолжение линейки EQ. Была EQ1. Это самый бюджетный автомобиль от компании Chery. Дальше у нас почему-то Chery Tiggo E. И следующим автомобилем по классу идет EQ5. Дизайном этот автомобиль напоминает автомобили от компании Lynk & Co. Кстати, Lynk & Co, по моему мнению, являются лидерами дизайна китайского именно. Мне очень нравится их дизайн. По размерам, по габаритам этот автомобиль является одноклассником таких автомобилей, как Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Длина автомобиля 4,6 метра, ширина 1,91 м, высота 1,65 м. Колесная база 2,83 м. Вес автомобиля 1760 килограмм. К нам на обзор попала версия в максимальной комплектации. Здесь 20-дюймовые диски. И, что интересно, обратите внимание на вот этот дизайн. Дизайн дисков. Этот же дизайн повторяется у нас на передней части. Это ветряные мельницы, что символизирует чистую энергию. Подразделение Chery New Energy отвечает за производство именно электрокаров. И вот они позиционируют себя с такой точки зрения, что это автомобили с чистой энергией. Еще один факт, ребята, интересный. Chery New Energy производит автомобили, электромобили, беря за базу какой-то из уже готовых бензиновых автомобилей. Так было с Chery 3XE, так было с Chery Tiggo E, так было с Chery Tiggo E рестайлинговая версия. За базу взят автомобиль Chery Tiggo. Так вот, Chery EQ5 это автомобиль полностью спроецированный именно подразделением Chery New Energy. Спереди подвеска McPherson, сзади многорычажка. На минуточку, многорычажка. Как у Лиуана, в принципе. У Лиуана то же самое. Да, только стоимость намного отличается. Повторители поворотников в зеркалах. Снизу имеется камера для системы 360 градусов. На ручках передних дверей имеются такие сенсоры для закрытия автомобиля. Центральный замок. Компания Chery гордится тем, что они произвели автомобиль облегченной конструкции. Он выполнен полностью из алюминия. А эта машина тоже цена стоит, да? Да. Ну смотри, как тебе там, Марина, просторно сзади. Да, большая очень. Там Леша сядет, и еще коленки мои останутся запихнуть туда. Так, стекла, что у нас? Надо машинку включить лишь. Ага. Ключ здесь у нас есть. Запускаем. И старт, вот он. А это экран получается. Это экран. Антиугонная система от компании Chery. Вы не запустите, не сдвинете автомобиль с места, пока не нажмете при выжатом сцеплении, нет, при выжатом тормозе, вернее, здесь нет сцепления. При выжатом тормозе не нажмете кнопку старт. Вот. Теперь автомобиль мне показал ready. И поехали. Камера дешевая. Нехорошая картинка. Очень хорошая. Ну для... Хотя Soul же столько же стоит. Soul, да. Нет, Soul подешевле. На 2000, да, его? На 20 тысяч юаней, на 200 тысяч рублей. Что, на спорте оставим? Да, давай спорт, да. Посмотрим динамику ее. Тормоз прям может быть жесткий. Ну, не жесткий, вернее. Он непривычный для... Да, непривычный просто. Вот этот цвет кожи мне вообще не нравится. А это дань Porsche, дань вот дорогим европейским брендам, Lamborghini и тому подобное. Давай на мост, да? Да, на мост. Он развернется. Да. Жесткая подвесочка. На мой взгляд, спорное дизайнерское решение — это вот такие вот фары. Ну, лично мне пока на сегодняшний день они не особо нравятся. Но что-то в этом интересное такое есть. Когда вы включаете поворотник, у вас загорается вспомогательная лампа, которая освещает ту сторону, в которую вы поворачиваете. Двери очень мне нравятся. Закрываются легко. В отличие от Лиуана, кстати. Легким движением закрывается дверь. Двери тяжелые, довольно массивные двери. Чувствуется, что качество неплохое. Проверим комфортность
заднего ряда. Переднее кресло откинуто у меня до максимума практически. Мне там очень комфортно было ехать. И вот задний ряд. То есть здесь места очень много. Есть подлокотник. Подстаканники, опять же, без выдвижных упоров. Это минус, это минус. Вы можете полностью закрывать дефлектор заднего ряда и все. Перекрыт. Управляется, регулируется. Это приятно. Дальше снизу у нас полочка. И есть инвертор 220 вольт, ребят. 220 вольт, максимум 150 ватт. То есть сюда можно подсоединить какие-то небольшие домашние устройства. Да даже знаешь, вот выехал ты на природу, можно нормально включить какое-нибудь освещение, там, не знаю, вывести тройничок, а там уже и чайничек, да, и хот-пот себе приготовить, и все что угодно. Да. Интересно. Так, с правой стороны у нас два USB разъема. Все. Интересная, опять же, особенность — это управление креслом правого пассажира, переднего пассажира, с заднего ряда. Вот таким образом можете двигать, отодвигать, поднимать. Удобно. Особенностью электромобилей является то, что во всех электромобилях у вас сзади будет ровный пол, без тоннеля. Это еще один маленький, но плюсик в копилочку электромобилей. Динамика не очень. Через педальку в пол втопил. Ну, конечно, с чем сравнивать, зависит от того. Ты с Ханом Яви сравниваешь? Да. Мне не хватает явной регулировки на пассажирском вверх-вниз сидушечки. Ну, на пассажирском я нигде... А у тебя есть? У меня? Ну, так это Ливан, который стоит 328 тысяч юаней. Ну, просто я достаточно себя плотно чувствую к крыше, поэтому... Просто пассажиру-то, в принципе, рулить-то не надо. И ты тут возможно, да. откинулся и себе кайфуешь. Здесь вот есть. Все, то есть я могу поднять, могу себя, Ага. опустить. А руль вылет у тебя как? Вылет у меня максимально высоко поставлен. Да, для себя. Вот исполнение некоторых вещей, таких как, допустим, поворотник, да? Сейчас включил такой класс. Грубо, да. Класс не такой дешевый прям. Еще раз. Да? Руль очень мягкий. То есть он как бы, блин, ну, жесткости не хватает у руля. Не наливной руль. Совсем не наливной руль. Неинтересно. Он, знаешь, как игрушка такая. Подожди, а может быть, потому что привод-то задний? Может быть, да. Теперь еще момент такой. Лепестки вот этих поворотников, они сделаны очень далеко от руля. И чтобы дотянуться до них, прям нужно руку вытягивать, пальцы до конца. То есть, ну, обычно они очень близко сделаны, и ты можешь просто пальцами. Здесь же нужно вот так делать. То есть вот так вот просто едешь, да, и пальцами докоснуться не дотягиваешься. Расстояние большое. Да, сейчас комментарий появился, потому что ты короткопалый. Как у пианиста. Давайте теперь откроем капот и посмотрим, что там есть такого интересного. Посмотрите, доводчики, да, упоры, гидравлические упоры, которые сами придерживают вам капот. А теперь заглянем в двигатель. А это не двигатель, ребят, это как раз таки бардачок, которого не хватает во многих электрокарах. Есть у Теслы, есть у EQ5, есть у Xiaopan P7, в остальных, к сожалению, нету. За счет чего получилось сделать здесь бардачок? У этого автомобиля задний привод. Двигатель находится в задней части. Вместимость бардачка 60 литров. Небольшой, но все же. Багажник, ребят. Это у нас, можно сказать, бюджетный автомобиль по российским меркам, по китайским среднего класса. Но все же в этом автомобиле есть функция автоматического открывания багажника. Ну и, соответственно, закрывания. А еще фокусы будут? Еще фокусы будет, да. Леш, что делаешь?
в этом автомобиле есть функция отпирания багажника ногой, с ноги. Ну, не так. Но он не любит грубости, и тут нужно нежненько найти правильное место. Где оно? Давай, помощь другу. Дали пенек. Нет, давай еще разочек. Еще раз. Может, нет. Попытка номер 3. Может быть, они рассчитаны на китайские ноги? Да вот, тоже так подумал. Так. Я стою здесь, где он стоял. У тебя, Лех, кроссовки неправильные. Наверное. О, ты что? Короче, ребят, эта функция здесь есть. Но работает, не работает, это большой вопрос. Ладно, давайте к багажнику перейдем. Вот багажник здесь, кстати, не маленький. 320, да, по-моему? Сколько? 320, да? Да. 320 литров объем багажника. Во-первых, сама площадь багажника не маленькая. Во-вторых, есть ниши, глубокие ниши. Одна ниша, вторая ниша, да? И мне кажется, еще под ними есть место для запаски. Так, а если это мы все вот вытащим, вот все вот вытащим и оставим в гараже? Мы все это вытаскиваем. Вот так вот, да? Вот так мы это все в гараже оставили. И заглянем. А нет. Там-то мотор. Здесь-то мотор. Так, ничего нельзя ложить, да, ты хочешь сказать? Ну да. Туда нельзя. Хорошо, так мы это убираем. Предположим, вы захотели перевезти в EQ5 картошку с дачи. У вас на даче есть бесплатная розетка, и поэтому вы решили поехать на дачу за картошкой на EQ5. Возвращается обратно на место. Теперь этот багажник уже не 320 литров, а уже все 380. Вот, мне так больше нравится. Да? Да. Хочешь, можно сюда взглянуть даже. Смотри, пока менеджер не видит, ребят, тихо. Пока менеджер далеко. Менеджер уже близко. Да? Кстати, вопрос был у некоторых, только лишь здесь корпус алюминиевый или рама тоже? Вот он, да? Кусок у нас рамы. Все выполнено из алюминия. Полностью весь автомобиль алюминиевый. Вопрос закрыт, мне кажется. Шторка у нас, да? Вот она. Есть подсветка. Задний ряд сидений вы можете сложить и превратить все это, возможно, в ровный пол. Сейчас проверим. В таком состоянии объем багажника 780 литров. К сожалению, пол неровный. Автомобиль сам выполнен из алюминия, но облицовка его выполнена из композитного материала. Что это конкретно, какой состав, какой у него, мы так и не выяснили у менеджера. Он, к сожалению, не знает. Знает только, что это композитный материал. На ощупь похоже на пластик. Что-то похоже на пластик. И вот если открыть крышку, здесь можно посмотреть, что это все-таки пластик. Возможно, пластик с чем-то, да? Угу. Дизайн есть. Дизайн, да, интересный. Но вот я бы вот такой цвет кожи я бы не взял. Угу. Марина, а цвет вот, да? вот этой вот, да, вот сидений есть другой? 这个也有别的颜色的皮料吗？有的，有黑色，也是 Черный. 还有呢？现在基本上都是黑色跟棕色。 Только пока только черный такой. И такой конус. Голосовой помощник как вызвать? 它这个有语音， Как его зовут? 语音叫它这个有语音吗？就怎么叫它呀？叫它蚂蚁，蚂蚁， Мои. 蚂蚁，为啥不动？ Спит. 蚂蚁你好， А, 啊，yes。 Так, и вот как отсюда выйти, допустим, окей. Горит, да? отсюда никак, ты поворачиваешь. На повороте врубается, На да? повороте вырубается, у тебя на каждом повороте включается, получается, камера 360 и камера зеркала заднего вида, куда ты поворачиваешь.
Левой либо правой стороны. Сейчас включи другую сторону. Оп, видишь? Сменилась камера. Вот по бездорожью. Ну-ка. 肯定是我觉得这边过去便宜呗。 Не, Жесткая. не совсем жесткая, но и не мягкая. Такая. Ну, я бы ее характеризовал Да? жесткой. Да. Ты показала жесткая? 不然的话就没必要。 Теперь самое интересное, закусочку салон, да? Так, ребят, смотрите, у нас на дверях есть отдельный динамик, специально выведенный для контроля слепых зон. Можно подумать, что это кнопочка, к сожалению, это не так. То есть я думал, что он выключается, можно включить-выключить, нет. Это просто символ. Опять же, посмотрите, все это в дизайне EQ5, ветряные мельницы, отслеживается повсюду, есть вот на дверях вот такие вставочки, которые подсвечиваются, кстати. Если мы машину сейчас включим, вот, посмотрите, как они подсвечиваются. Подсветка меняется, может быть разного цвета. Закрытые пороги, чистые ноги, есть резиночка уплотнительная. Ну, вот, небольшой мусор попадает, но в принципе неплохо. Когда вы открываете двери, снизу есть такая проекция с надписью Cherry и со знакомыми вами уже логотипчиками ветряной мельницы. Аудиосистема своя собственная Cherry. Мультимедийный руль. Тут нет ничего особенного. Одинаковый дизайн, как и у Cherry Tiggo E. С левой стороны управление круиз-контролем, установка лимита на скорость. С правой стороны мультимедиа и выход в меню. С левой стороны у нас управление идет освещением, наклон фар, управление зеркалами, настройка зеркал, сворачивание зеркал и отпирание багажника. Присутствуют два экрана 12-дюймовых. Слева экран водителя, панельный прибор водителя, которая защищена вот таким козырьком, что очень грамотно сделано в плане защиты от бликов. Вот, кстати, насчет засветки от солнца. Вот этот у нас монитор без козырька, и, соответственно, вы видите, как все бликует. И здесь есть козырек, но козырек закрывает не полностью монитор, соответственно, углы засвечены. Марин. Отзывчивость, в принципе, неплохая. Небольшие лаги все-таки есть, присутствуют. Качество монитора хорошее, но камера 360 градусов оставляет желать лучшего. Возможно, я немножечко разбалован качеством картинки у Ливана, но у тебя, в принципе, тоже, мне кажется, неплохо, да? Мне кажется, вот одинаково. Такое же, да? Вот у Антона машина за 20 тысяч, да, юаней. Этот автомобиль за 160 тысяч юаней. Картинка примерно одна и та же. Просто года даже. Там 18-й год. А это 20-й. 20-й. Маленький чип камеры можно было поставить сзади. Ненамного бы он удорожил проект, но впечатление было бы лучше. Ну что, шумка неплохая, в принципе, да. Но мы заметили такой момент, что при работе кондиционера сзади чувствуешь ее. Легкий массаж пятой точки. Возможно, это спроектировано, продумано так инженерами. Ну, серьезно, было приятненько, я такой подустал, что там повибрировало маленечко. Массажное кресло. Так, не заедем. Так. Оп, АБС. АБС-очка. АБС работает. Так, ребят, интересный момент, смотрите, сейчас мы поворачиваем налево, я включаю левый поворотник, и у нас активируется камера, во-первых, 360 градусов, во-вторых, левая сторона. Да, то есть это у нас камера зеркала, левого зеркала. Так, давай сейчас заскочим на бордюр, наверное, вот так. Ну-ка. Раз. Жестковатая подвесочка. Да? И поехали теперь быстро. Ну вот, Ну, не достойно. знаю, мне достаточно динамики. Ну, здесь 1 литр мотор. В принципе, у него и мощность не очень большая. Управляемость должна 130 быть интересная, киловатт. потому что задний привод. Понимаешь? Задний привод, да, немножечко интересно. Вот, возможно, из-за этого и руль мягкий, да? Да. Вот он совсем прям вообще, как будто воздушный такой. То есть, и когда ты нажимаешь педаль газа в пол, руль сам по себе не выравнивается от этого. Да. Посадка комфортная, и что приятно, что есть подпор, поясничный подпор, регулируемый. Под себя вы настраиваете, под свою конституцию. А у меня нет.
Ну так ты же пассажир. Вот опять у меня. Пассажиры Ты, бывают разные. ты лишенный всех прелестей. А вот я как Жизнь водитель. несправедлива. Да. Вот если ты не у руля, то все. Так, сейчас, ребят, проверим, как работает здесь круиз-контроль. Значит, мы активировали режим круиз-контроля. Это у нас добавляется. Добавляется по 1 километру в час. Выставили 60. Все, едем. Теперь режим паузы. Нажали на паузу, все, он сбросился, но зафиксировалось. 是能不能从厂家那边定制回来是英文的呀？就中控屏这里。对对 Нужно 对对对。 по отдельности открывать. Или шторку, или люк. Две беспроводные зарядки. Одна сверху. Не работает. Зажигание О, автомобиля? есть, работает. Правда, надо положить в правильное положение. Здесь что, пошла, нет? Не пошла. Не вижу. В общем, ребята, ищите правильное положение. Главное в этом случае не наезжать на кочки, а то у вас собьется телефон и беспроводная зарядка перестанет работать. Регулируемые дефлекторы, но они... Есть такой скрип. Сомнительный скрип, который вызывает некоторые такие ощущения дешевизны. Регулировка руля по высоте и по вылету. Вот Есть. это сюрприз. Тумблеры выведены наружу. Обогрев лобового стекла, обогрев заднего стекла, аварийка, выключение кондиционера и скорость вентилятора. Автоматический климат-контроль. Регулировка температуры происходит на экране. Раздельный климат-контроль. Направление. О, смотри, как у Теслы сделали на экране. Управление регистратором. Запуск. То есть здесь вы можете просмотреть материал сохраненный. Для этого нужно вставить флешку. Вот сюда, да? Вот здесь слот под microSD карту. Здесь у нас видно оставшийся заряд батареи на 230 километров. Расход в настоящий момент у нас показано 0,2 киловатта, так как включен кондиционер. Селектор, ребят, нормальный селектор, не шайба, как у Chery Tiggo E. Здесь нормальный селектор. Запуск автомобиля, включение. Включение-выключение системы ESC. Активация режима спуск с горы. И включение у нас камеры 360 градусов. Здесь у нас паркинг и автохолд. Подстаканники, 2 подстаканника, но опять же без выдвижных упоров, что я считаю большим минусом. Режим мод, переключение режима спорт и эконом. Емкость батареи 71 киловатт-час. Этой емкости хватает, чтобы проехать 500 километров на одном заряде по циклу NEDC. В автомобиле, как я уже сказал, есть один электромотор, находится в задней части автомобиля. Мощность его 120 киловатт, 250 ньютон-метров. В максимальной комплектации, которая присутствует сейчас у нас, мощность этого мотора 130 киловатт, 280 ньютон-метров. О, слушай, сиденья быстро двигаются, мне нравится. Да не, нормальная педаль тормоза. Да, я уже привык, быстро привык. Просто, видимо, у тебя у Ливана все-таки она очень мягкая. Но мне очень нравится экран. Очень нравится. Во-первых, он яркий, насыщенный, информативный. Здесь, в принципе, все есть. Если мне нужна навигация, она отображается. Если я больше уверен, что можно ее сюда перенести, на основной экран, да? Мне не понравилось, что если навигацию включаешь, то он занимает весь экран. Весь экран. Нету кнопочек для быстрого перехода к каким-то другим режимам. Слушай, классно, этот поворотник, он это рулит. Но в плане для тех, кто не чувствует дистанции машины, ты включаешь поворотник, ты видишь у тебя, что происходит. Про камеру ты? Да, про камеру. Мне нравится. Мне нравится, как машина едет. Как тебе руль? Руль хороший, но он в меру тяжелый, я бы сказал. Такой. Ты говоришь, легкий совсем, но Мне показалось совсем легкий. информативности нет у него, потому что он все-таки задний привод. То есть она не может тебе дать вот это вот резкий поворот лево-право, потому что все-таки это задний привод. Ребят, сейчас мы находимся в салоне в автомобиле EQ5, но другого цвета. Здесь у нас черный салон
И вставочки там были под карбон, здесь под дерево. Вот мое мнение лично, это намного круче. Вот чем тот цвета детской неожиданности и вставочки такие. Вот это уже поинтереснее. Ну что, Антон, какое твое мнение? Я бы взял. Я бы взял, да. Я даже, если честно, уже попросил менеджера подсуетиться за разговоры о кредите. Потому что понравилось в этой машине? габариты, дальность хода, в принципе, исполнение по качеству материалов. Есть такие нюансики очень приятные. Вот давай я тебе покажу. Смотри, вот здесь даже в ручке вот маленько рифлено. И когда ты вот это вот прикасаешься к этому, закрыть хочешь, испытываешь небольшой такой эстетический оргазм, знаешь. Вот, ну, подсветочка это все, в дверях подсветочка. Ну, есть детали и мелочи, про которые они продумали и сделали хорошо. Есть, конечно, не очень приятные моменты. Это вот дефлекторы, вот они, ну, туго ходят и со временем будут скрипеть сильно, мне кажется, знаешь, вот от пыли. Поэтому как-то вот нужно будет продувать, и что-то я побаиваюсь, что это реально даст какой-то такой скрип. Классный экран, значит, информативный, яркий. Меняется это все, можно по-разному, в разном режиме. Нормальный селектор переключения передач. Полноценный. Мне он больше нравится, просто так, чисто по мне. Но мне так кажется и здорово, потому что это уже серьезный автомобиль и должно быть более серьезное такое ощущение. Вот исполнение салона в черном цвете гораздо интереснее, на мой взгляд, практичнее, брутальнее, чем в цвете коричневом, его называют китайцы так. Здесь очень классные сиденья, эргономичные. У водителя есть подпор пояснички, да. Ну, в общем, все здорово, все классно, мне нравится. Цена за эту машину, такая цена, это прям здорово. Конкурентов, по-моему, нету сейчас. Я не припомню. По габаритам, по дальности хода и по исполнению я не припомню в этой ценовой категории. Потому что, еще раз, это одноклассник Nissan X-Trail нового и Mitsubishi Outlander. То есть, ну, колесная база больше. Жалко, что они повелись на тренд дизайнерский, и крыша скосая. От этого багажник, конечно, стал меньше. Прям меньше. Мог бы быть гораздо больше. А я не обратил внимания, а есть ли регулировка сидений? Кстати, как удобно из нее вылазить. Удобненько, прям это. Ну, это по сравнению с своей машиной, конечно, удобно. Ты обратил внимание, да, на новое написание Cherry? Новый шрифт какой красивый. Вот это вот современный. Все равно засунули сюда эту мельницу ветряную, это засунули. Слушай, фары красиво смотрятся. Да? Берем, да? Берем. Фары красивые. Ребят, ну и теперь, конечно же, самое интересное – это цена. Сколько стоит данный автомобиль? Есть всего две комплектации. Это стандартная и максимальная. Стандартная комплектация стоит 159 800 юаней. Грубо говоря, 160 тысяч юаней. И максимальная комплектация, которая присутствует как раз таки здесь, это максимальная комплектация, стоит 170 тысяч юаней. Отличие это в динамике. Есть мотор 120 киловаттный и 130 киловаттный. И отличие колеса. Опять же, колеса либо 18-дюймовые, либо 20-дюймовые. И небольшие отличия по качеству интерьера в салоне. К сожалению, пока еще нету версии с двумя двигателями, передним и задним, но менеджер сказал, что они планируют, компания Cherry планирует выпустить такой автомобиль в будущем. На данный момент пока динамики немножечко не хватает для городского кроссовера. Ну что же, спасибо за просмотр. С вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.